Здравствуйте, вы смотрите программу «Акцент» в студии Влад Зайцев. И сегодня у нас в гостях руководитель добровольческого движения «Дорогами добра» и руководитель проекта «Ремонт всем миром» Валерий Басай. Валерий, добрый день. Добрый день. Давайте вначале вкратце про проект «Ремонт всем миром». Он стартовал у вас недавно. Ну, вообще идея пришла года 3 примерно назад, а вот вообще сам проект запустили весной этого года, в феврале месяце, в начале февраля. Вот. И суть проекта — это помощь в ремонтах, именно в ремонтах, людям, которые пережили Великую Отечественную войну, ветеранам, тем людям, которые на самом деле спасли нас. И у нас были долгие дискуссии, у нас на нашей площадке по России мы ездили, а у наших партнеров очень часто люди говорили о том, что вот ветеранам помогают адресно и в основном в преддверии праздников, 23 февраля, особенно 9 мая. И совершенно не помнят их во все другое время. И вот мы решили запустить такой проект, который идет в течение года, и помогать не просто точечно, а помогать очень существенно. И вот первое, кого мы взяли в этот проект «Ремонт всем миром», это, конечно, был ветеран Великой Отечественной войны Лебедева Мария Яковлевна, она узница. И идея была вообще, если так еще вернуться к идее, это то, что мы все собираем деньги, скидываемся, там предприятия, частные лица, кто чем может, кто-то приходит помогать руками и делаем ремонт. Вот у нас как раз, смотрите, есть кадры. Мария Яковлевна, да, ремонт. Это Давайте уже, прокомментируем немножко. это сейчас мы заезжаем в квартиру, это уже, вот сейчас, ремонт, вот это только начинает, вот клопы, тараканы, посмотрите, что там делалось, там тысячи клопов, тысячи тараканов, вообще квартира была в ужасном состоянии. Это вот волонтеры наши пришли, мы еще немножко заботимся о наших ветеранах, это приходят люди, которые помогают им вот в это время, пока мы делаем ремонт. А эта квартира уже после ремонта, конечно. Мы ремонт сделали вообще в ноль, то есть вынесли даже окна, полы, потолки, то есть там ничего, там один бетон остался. Хотя мы должны были хотели делать, по идее, только ремонт одной комнаты. Вот и специальным оборудованием, перила. Да, вот особенно, смотрите, мы расширили проемы дверные, там они теперь почти метр. И поставили поручни, чтобы человек мог ходить, потому что человеку после 90 это, конечно, важно, чтобы можно было передвигаться самостоятельно. Да, а как вы узнали, в принципе, о Марии Яковлевне? Вообще мы с ветеранами работаем очень давно. У нас есть проект «Мост памяти», и мы помогаем именно узникам и блокадникам. Мы в свое время взяли вот эти две узкие группы, чтобы помогать именно адресно людям. И уже 9 лет им помогаем. Мы помогаем в основном, это улучшение качества жизни, это волонтерская помощь, уход, помощь по дому. И вот потом пришла вот эта идея, нам стали задавать. Если честно говоря, мне задали вопрос. И вопрос в свое время задал полпред. Была встреча в полпредстве где-то примерно год назад. И полпред задал вопрос, ему задают в школе дети вопрос, что если мы победители, почему мы до сих пор носим продуктовые наборы ветеранам. И он адресовал это нам, руководителям волонтерских организаций, он говорит, что бы ответили вы? Если честно, я немножко так тоже задумался, пришел, а так как эта идея уже витала, и мы пригласили партнеров, я говорю, давайте реально сделаем что-то стоящее. И вот это был первый ремонт. И мы пришли на ремонт к Марии Яковлевне, потому что на самом деле то есть была идея только комнату отремонтировать, но там тысячи клопов, она спала, представьте себе, она спала с включенным светом. И ей приходилось спать, потому что, она сказала мне, что тараканы так меньше атакуют, клопы меньше атакуют. А вообще, это, конечно, редкая ситуация, что в таких сложных условиях живет человек. Другие ветераны живут в более лучших условиях, но все равно им требуется помощь. После 90 лет есть, вопросы тоже люди задают, почему стоит ли человеку делать ремонт в таком возрасте. Мой ответ – стоит, конечно, да. Проживет человек 5 лет, 7 лет, 10 лет еще раз проживет в таком супер ремонте. Но не с клопами же жить. Конечно, да, то есть он должен отдохнуть. Человек достойно приходит в мир, достойно должен, покидать этот мир. Да? И здесь мы точно добились этого результата. А вообще этих ветеранов у нас в нашей группе там порядка 250 человек. И мы им оказываем разную помощь. И сейчас из них формируем следующую группу. То есть там примерно 3-4 квартиры, тем, кому мы сейчас уже начинаем заходить. То есть мы начинаем уже, присматриваемся, смотрим, какой нужен объем работ, договариваемся с ними, но нужно иметь в виду, что это пожилые люди,
а у них очень проблемы серьезные со здоровьем. Вот Мария Яковлевна, вообще она сначала в больницу поехала, ну там у нее есть процедуры, которые им там положены. Она поехала в больницу на Широкую речку, потом там ковид начался, ее вернули. Вот, она жила у наших волонтеров, то, что уже финал был, она пожила у волонтеров несколько месяцев. И вот фактически 7 месяцев, через 7 месяцев она вернулась домой. Следующие ремонты будут небольшие, там будут идти комнатные ремонты, но мы сейчас договариваемся непосредственно с пожилыми людьми, оговариваем условия, возможности проведения, их пожелания. И вот сейчас уже первые 2 квартиры мы берем вот уже буквально на днях. Ну, то есть, если прямо сейчас нас смотрит ветеран или близкие, как обратиться за Нет, помощью? смотрите, проекту? ну, отдельно... У вас своя сформированная база? Да, у нас уже есть база людей, 300, ну, почти 300 человек, если там брать парами их, порядка 300 Ну вот человек. планируете ли вы расширяться? У нас есть другая идея. У нас есть идея, мы сейчас выходим с предложением на уровень Министерства соцзащиты Свердловской области, правительства Свердловской области, полпредства Уральского федерального, чтобы вместе инициировать создание вот на нашей базе ресурсного центра. То есть мы можем поделиться опытом, как запускать такие проекты, как может запустить такие проекты другие некоммерческие организации. Вот стоимость этого ремонта больше 2 миллионов. Когда люди меня слышат, они говорят, откуда деньги, они не понимают, да, потому что на самом деле... Откуда деньги? Вроде бы сложно, но есть простое объяснение. Есть большая группа предприятий, которая готова материально вложиться, там, строительные материалы, это, извините, 70% стоимости ремонта. Есть предприятия, которые готовы руками вложиться, да. Есть волонтеры, которые готовы бесплатно поработать, да. Вот если так сказать, мы где-то деньгами порядка там 300 тысяч, 350 тысяч потратили, да. То есть, когда ты говоришь там 2200, да, и 350 тысяч, скажите разницу, да, в ремонте? Поэтому мы можем поделиться, можем научить этому, а на самом деле мы как бы верим в то, что мы можем запустить такой проект ресурсного центра, обучать организации по всей России. То есть это может делать, в принципе, любая некоммерческая организация. Вот сейчас нам звонят с разных территорий, ну, новости пошли, там в соцсетях многие обращают внимание, задают вопросы, там, а если это небольшой город, как искать партнеров? На самом деле идея в чем? Вот мы нашли уже партнеров, да, есть крупные сетевые партнеры, и они готовы, там, допустим, помогать в других территориях. Если мы все вместе объединимся, да, то есть вот мы сейчас это сделали в городе Екатеринбурге, если на уровне Уральского федерального округа соберем вот нашу как бы инициативную группу, большую, наш ресурс, если на уровне Российской Федерации соберем, и в этом помогут органы власти, нам нужны только в основном контакты, да, то есть мне нужен выход на крупные торговые сети, там, на федеральные сети, да, там, на, допустим, Пятерочку, на Магнит. Ну, то есть это и продукты питания в том числе? Нет. Ресурс, потому что у них есть волонтерские ресурсы очень большие. Это Leroy Merlin, да, крупные строительные компании. Это Оби, крупная строительная компания. Это, допустим, там те, кто торгует бытовой техникой, могут быть, допустим, ДНС, допустим, МВидео, да. То есть, если объединить вот эти крупные ресурсы, то есть мы объединили сейчас маленькие, пришли к нашим местным производителям, мы увидели, что они очень хорошо откликнулись. Сейчас возможность, допустим, обратиться к крупным производителям, пускай это придут, допустим, IT-компании, банки, тот же Сбербанк, у них есть благотворительные программы, они могут поучаствовать. Это не просто программы для крупного бизнеса, когда ты едешь и помогаешь там продуктовым набором, да, он очень важен, но это могут сделать дети. Это могут сделать школьники. У нас очень отличное там на Урале, допустим, флайерное так называемое волонтерство. Да? То есть ребята в университетах спокойно придут, подарят подарки, подарят там продуктовые наборы. Но есть помощь, которую могут сделать только профессионалы. И мы вот в проекте объединили, показали вот спокойно, своими силами нашли ресурсы, сделали ремонт Марии Яковлевны. Причем вот Мария Яковлевна, она сама по себе, мы когда отбирали людей, она сама удивительный человек. Она, я уже говорила, она узница. И у нее есть такая история, они с мамой попали в немецкий концлагерь, и мама смогла вот такую иконку пронести с собой. Эта иконка у нее до сих пор на столе, вот ее, кстати, она была видна, когда шел видеоряд, да.
Эта иконка — это то, что осталось от мамы, от ее прошлой жизни. Вот. И эту иконку, она вместе с этой иконкой пряталась во время обходов немецких, она пряталась у мамы под юбкой. То есть, когда немцы выбирали на работу, ну, фактически это на расстрел, на уничтожение, когда они подходили, выстраивали, подходили, и она пряталась под юбкой у мамы. И она ну, вот нам рассказывала, что она всегда знала, что немцы, когда немцы подходят к маме, это было очень просто, потому что у мамы начинали дрожать колени, и мы, говорит, вместе с мамой молились, и молились вот на этой иконе, и они выжили. Вот. И это вот такой чудесный человек, и пришли просто великолепные наши уральские партнеры, вот, пришли люди, просто волонтеры, мы объединили свои усилия, и вот, пожалуйста, ремонт. То есть эти ремонты мы можем помогать ветеранам, мы можем делать существенную помощь, да, оказывать. И это может быть... То есть мы сейчас все ждем от государства, да, сейчас смотрят, говорят, когда вот правительство позаботится, но на самом деле можем позаботиться мы. Мы самостоятельно. Да. Спасибо вам большое за этот проект. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Акцент». Будьте здоровы и до встречи в эфире.